спортсмены пришли на тренировку, вон они стоят в серединке. Пока что еще даже тренер не зашел, он уже рядышком тут сидит, на стуле что-то пишет бумажки какие-то. Ладно, я пойду пока по делам. Зашел, подшил Олегины, не подшил, а зашил Олегины джинсы, он их порвал, упал с ними. Ну, походить в них можно еще, короче, сейчас стало. За 5 лир его подшили, либо в помойку выкидывать. А я сейчас пойду посмотрю, где еще тут все можно. 1,5 часа куда потратить. Я сейчас зашел в Новосити. А здесь есть вот такой магазин оптики. Если не ошибаюсь, то мне его прям говорили, что он очень дешевый. Пойду цены посмотрю. Так, цены вроде бы написаны сразу. Как они... В итоге цены я посмотрел, есть даже по 48 лир направо. 99, 199 лир, 149 лир оправа есть. Вот, это оправа. Сколько стоит стекло, мне не смогли сказать. Ну, вернее, мне сказали, что надо обязательно рецепт. Без рецепта, типа, они, ну, не врубаются, что я говорю, во-первых, а во-вторых, типа, рецепт нужно обязательно. Вот, поэтому сколько в сборе будет стоить очки, трудно сказать. Рядом стояли очки подороже, по 249 лир, это просто оправа. А рядом вообще был Ray-Ban оправы, Ray-Ban, который можно ставить уже свои стекла. На тех даже скромно не стали цену указывать. А здесь вот остановка Агденис, тот автобус, на котором я ехал, прям рядом со знаком Новосити, вот этим огромным. Здесь, я так понимаю, вот написано Агденис, здесь и билеты продают. Даже интересно, сколько будет стоить билет куда-нибудь до Алании, до Анталии. Надо ради интереса пойти спросить. Все болтают по телефону, никто со мной разговаривать не стал. А, кстати, здесь подъехал еще автобус другой фирмы, тоже остановился, тоже кого-то загружает. Вот он написан, Köpçalar, так что и сайт их есть, если что, можно на нем поискать билеты для поездки. Я думаю, что какие-то известные крупные города однозначно что-то у них должны быть, какие-то поездки. Кстати, все правильно, вот он, Köpçalar вверху написан, Окзаймак, Агденис, Контур. Так что здесь куча городов указаны, которые все это, и транспортных компаний, которые катают людей. Я чуть-чуть прошел и вот в этот камшу этот раз не попал. Надо в этот раз зайти в него, этот большой камшу. Прям рядом вот находится, здесь за Новосити. Пойду посмотрю, что там интересного. Ну, можно сказать, здесь побольше-то вещей тоже. В таком случае, по сравнению с тем камшу, что мы там заходили, здесь побольше ассортимент. Свалилось. Детячая одежда. Это бытовуха вся, вот это. Детские шампунчики, всякое это. Тут побольше будет, наверное, чем в том камшу. Надо сюда забежать как-нибудь, повыбирать. Так вот, 40 штаны, все как положено. А, кстати, это я первый этаж хожу, там вон лестница, на второй этаж еще есть. Расчески всякие, кусачки, зубочистки. Вот эти мы берем, где-то тут они есть, Луба, вот эти недорогие салфетки влажные. Косметика. Есть, вон в той стороне там краска для волос. Носки. Ну, это бижутерия называется. Тоже достаточно много. Носки опять, кошельки. Штаны домашние. Надо себе домашние штаны присмотреть. Почем они стоят. Нет,
знаю. У них на этих, я столько пытался понять. А, вот есть ценники, 89,90. 90 лир штаны. Ну, такие они. Скорее катоновые, да. По этикетке не поймешь, из чего он сделан. Они все одинаковая цена, 89,90. И тут 94,90, чуть-чуть другие по внешнему виду. С полосочками. С какими-то красивыми. Ну вот с такими полосочками внизу лежат тоже. 69,90, это вообще по 70 лет. Слушайте, мягкие, классные штаны. Ну, вот такие, типа как легкие, сказать. Неплохие штаны. Надо, наверное, купить, а то у меня сменных дома нету штанов. В общем, надо будет сюда запланировать поход. Это похоже уже, что на дамские штаны. Вот эти точно дамские. Дамские 97,90 на этих штанах цена висит. А на этих бесценные. В общем, рюкзачки, сумки. Опять штаны домашние. Спортивные назвать правильно, наверное. Второй этаж написано Confection, Cool, школьная одежда. Камшу Kids на втором этаже тоже есть. Что-то народ туда не идет, на второй этаж. Надо туда специально забуриться. Confection, Cool. Я пойду схожу на второй этаж. Штаны вот эти национальные, которые здесь дамы любят ходить. Здесь в углу касса. Да, девчачьи здесь. Много девчачьих прям. Для малышковых комплектов есть всяких. Костюмчики вот 65 лир, кофтеночка. Вот девчачьи детские кофты с мячиками и так далее. На верхней цена 55 лир. 55 лир кофты. Кофты скорее тепленькие, чем холодные. Большой ассортимент прям. Смотрите, с котами Гарфилдами. Прям много. Это штанишки пошли спортивные. Это похоже, что девчоночки. Dior написано. А это ребячий. Да, ребят. Что тут еще? Куртки, кофты. Вот смотрите, это кофта. Пойдем посмотрим, сколько стоит такая куртка. 79,90. С кармашком на груди. Джинсики лежат. Интересная дырка здесь вот на первый этаж. Так, ну это женские пошли какие-то. Назовем это костюмы. Так, ну это белье пошло женское с левой стороны. В принципе. А, еще выше есть Confection. Юноку. Еще выше есть. Пойду выше схожу. Так, еще выше написано Confection. Так, ну здесь куча просто ниток. Здесь рай для ниточников. Я не знаю, сколько здесь чего и сколько. Как они называются, я ни малейшего понятия. Но здесь очень. Да.
Я думаю, кто-то получил сейчас эстетическое наслаждение от того, что, смотрите, все как уложено аккуратно по цветам. А, здесь школьная форма. Вот это Акал написано, 2014. Это какая-то школа ходит именно в таких майках. Брюки. Вероятно, что типа для школьников. Кстати, там, да, там вон другие разные тоже школы. Все школы, которые здесь в Ардемле есть, они майки там продаются. Так, что еще здесь есть? Штаны типовые. Как будто тоже школьные. Видите, майки, вон они все идут. Это все разные школы этих Ардемли. Вот они все там вот по кругу, вот там вот идут. Сейчас подойдем, там увидим надписи на них есть. Каждая школа своя надпись имеет. Вот какая-то здесь 79 лир. Вот надпись какая-то. Анадолу. Кыс, девчачья, видимо. Это белое, я думал, это 69,90. Я думал, это кимоношка, а это нет, это просто. Вот тоже, видите, Ардемли 2017, Орта Клуб, средняя школа, название написано. То есть вот это вот все, а вот это я, это все школьная форма. Каждая школа имеет свою майку. Вот видите, тоже своя школа написано. Так, а это я куда-то завернул. Конфекцион написано. Не знаю, откуда это конфекцион, откуда это конфисковали. И что это такое? Не знаю, на чем нам бы остановиться тут взглядом. Ну, вот жилетки опять вот есть, как и везде. 145 лир. Кофты, свитера. А, вверху вон там шарфы даже меховые висят такие. Ну, шерстяные, меховые, господи. Курточки такие вот. Со смехом. 189 лир написано. Ну так, очень легкие. А вот джинсовые. 189 лир. Вот. Рубашки. На любой манер. Здесь какие-то индирим написаны, 50%. Купальники там вон висят. Что это такое? Какой-то шерстяной свитер. Модель. Где цена была тут указана? И опять индирим. О, здесь Ататюрк. Здесь Ататюрк есть. Жилеты вот есть. Шерстяные. 55 лир стоит такой жилет. А, он на пуговицах. Такой, как это говорят, бабушкин жилет. Вот такой вот, вот такой, вот такой вот. Единственное, что не похоже, что он шерстяной. Был бы шерстяной, я думаю, он стоил бы дороже. А так, если кому-то там дома носить бы, все были бы не против, я думаю. Куртки. Тут дамские какие-то одежды висят. Жилетки. Джинсы в небольших количествах. Очки даже здесь. Короче, много чего здесь есть. Не знаю, надо кому-то что-то интересно. Приходите, выбирайте. Конфекцион, камшуки. А я пойду дальше. Сейчас нет времени, потом надо забежать таких вот брелочков себе каких-нибудь выбрать, такие пятерки. Тут я гляжу, и велосипед есть, и ножницы, и часики, и все на свете. Сковородка, нет, теннисная ракетка есть. У нас ключи висят в шкафу, постоянно вопрос, от чего он, от чего. Часы есть, комплект этот часов, модно, кстати, короче, продавать такими комплектами. 149 лир, типа мужские и женские одновременно.
Ну, вот такие же тоже. Комплект только. Ну, тоже, наверное, стоит плюс-минус. Они все китайские, наверное, сейчас Китай их печатает миллионами эти часы. Такие вот здесь позолоченные. Такая цена, 149 лет. С металлическими ремешками. Ладно, это ремешки. Надо еще Олега привезти, ремень купить ему, а то у него штаны падают. Сейчас мимо школы иду. По-моему, здесь школа с садиком объединена. Вот здесь вот, потому что домики какие-то, прям для детишек. Отдельно стоит домик на территории школы. И, скорее всего, ну как у нас сейчас бывает объединение разного рода. Собака. Вот. Это парк все. С той стороны прохожу. Со стороны он вообще смотрится очень маленьким, потому что там только вход. А весь парк, он получается в эту сторону вытянут. И, в принципе, тут, видите, можно покататься на качелях. Я думал, что я здесь ни разу не был, но я здесь был. Впереди вон сейчас будут тыквы на заборе висеть. Или это не тыквы, но, в общем, что-то похожее на тыквы. О, здесь теннисная площадка, смотрите, целая тележка этих теннисных мячей. Спортсмены. Вот. А здесь, по-моему, здесь типа для женщин центр планирования семьи или что-то такое. Вот так похоже по надписи. Глубоко. Глубже я турецкий не понимаю. А вот с левой стороны, по-моему, вот где-то в районе вот этих елочек висят тыквы на заборе. Так, иду в сторону уже детской спортивной секции. По времени уже пора. Позанимались они. Сейчас закончится у них тренировка. Сейчас перейду улицу. Комплексы здесь одинаковые стоят. Я так понял, что это все не только внешний вид, но и какое-то единое название это имеет. Вот. Внешне вот, решетками они загорожены. Конечно, портится вид, но с другой стороны, если это как дача используется, то без решеток никуда. Вот видите, даже он на туалетном окне то стоит решетка. Здесь тоже. Это все приходится рядом с морем в Гардемле. Если сейчас насквозь пройти, то с той стороны вот туда в сторону посмотреть, там море. У меня сейчас чуть-чуть время есть, я туда пойду, ну, чтобы тупо на лавке не сидеть, детей ждать, а посмотрю, что сегодня здесь с купающимися. Хотя должно быть не очень хорошо. Народ уже все считает, что зима пришла. Перешел я через прогулочную дорожку здесь, которая в Гардемле до всего парка идет. И вот оно море. Вы уже слышите шум. Сегодня есть волна. Сегодня классная волна с точки зрения искупаться было бы, конечно. Кстати, погода офигенская. Солнечно, тепло. Народ только гуляет. Катается на великах. Сегодня воскресный день, поэтому много сегодня гуляющих, отдыхающих. Классно. Размеренно так море шумит. Классные волны.
камней вот здесь набросали. Я даже не знаю, к чему они здесь валяются. Видно, что вывозить их дорого, а как-то по-другому утилизировать их не придумывали. И вот так вот сложили кучкой. Велосипедист, смотрите, как старается. И так он, и эдак. Сейчас на сиденье остановился, ногами стоял. Вот, теперь вот так вот умеет вот он. Молодец. Вот и навернулся. Кафешек полно, куча народу сидит. Классно. Паровозик катается. Здесь как-то веселее море. Волна прям веселее бьет. Прям чуть-чуть по-другому немножко. Пляж направлен, и уже прям волна веселее. Вот эта площадка, здесь концерты проходят. Вот мы здесь бываем, здесь какие-то заборчики стоят периодически. Вот эти все вот красно-белые, это все места, где можно сидеть. Ну, летом-то вообще они прям теплый камень, а в такое время, думаю, что-то подложить, если, то я думаю, что присаживается народ для каких-то концертных. А вот это все, где вот дети наверху скачут, там огромная площадка. На нее устанавливают навес, акустику, колонки, свет, все как положено. Все по-взрослому. И играет здесь концертная программа. Мы пару раз сюда пытались доехать, но не собрались. Еще нас смущает, когда сильно много народу, тоже как-то не хочется здесь столпиться. Сами помните, какая у нас ситуация в мире происходит. Поэтому мы на такие мероприятия пока что не собрались. В следующий раз тогда, как даст Бог, все это пройдет, обязательно сюда придем. Все, я пришел уже, жду детей с тренировки. Вот такой у меня наблюдательный пункт. Там вход в парк, откуда мы заходим. Вот там тренировочный этот, как зал, да. Здесь вот памятник стоит торцом ко мне. Здесь какой-то конгресс-холл там написано. Ну, со стороны, это банкетный зал, по-моему. Со стороны входишь, там куча столов, стульев стоит. Красиво украшенных уже. Буду ждать, цветочки, здесь пальмы стоят, видите, деревья всякие красивые. Ждем. Сегодня у нас шикарный день. Мы проснулись, позавтракали, так уже какой-то порядок тут пытались навести. Сегодня шикарная, очень солнечная погода. Море там играет, видите, там как рыбьей чешуей. Мы сейчас туда обязательно пойдем, сходим, посмотрим, что сегодня с погодой. Я переместил свой офис в дом. Вчера вечером было прохладно, и я занес столик с моим компьютером в помещение. На улице осталась вот пустая тумбочка и раскладушка с креслицем. Шикарная. Погода сегодня очень теплая. В Яндексе пишут, что 20 градусов, но по ощущениям больше. Здесь прям очень тепло на балконе. Прям шикарно, если честно сказать. Прям вот приятно находиться. На меня сейчас попадает солнышко. Прям жарко от него. Классно. Вот. Мы сегодня сходим погуляем. Купаться, не знаю, наверное, не будем. Вот. А уж погулять-то погуляем однозначно. У нас там еще кое-какие задания нам пооставляли. Наша мама уехала. Сегодня, где-то через час примерно, она полетит уже в Москву. Сейчас она в Анталии, она нам написала. Вот. Дети занимаются уроками. Олег и Миша. Всем привет. Привет, привет. Я на работу работаю здесь, на этом рабочем месте. У нас еще есть желание, привет, мукбанг снять. А что мукбанг? Вот, не знаю, посмотрим, что найдем в холодильнике. Вот, Миша ходит по теплому полу, Олег он клубнички достал. В общем, у нас мужской коллектив на сегодняшний день. Вот. Что интересного будет, покажем.